Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим сегодня расклад. Главная, ну или важная перемена месяца, да? Чего вам 100% нужно избежать будет и что обязательно сбудется. Ну это как бы такой расклад, ну это как ваша четкая инструкция на ближайшие 30 дней, да, от сегодняшнего дня. Вот 30 дней от сегодняшнего дня. Давайте в деталях разберем, что там будет, какая лавина перемен к вам летит, да. Ну, во всяком случае, что нужно открыть и понять. Вот. Что еще скажу сейчас? Ну, раз вы включили это видео, значит, это подойдет вам. Угу. Вот поверьте мне, посмотрите и подписывайтесь на канал. Если в конце понравится, ставьте лайк для энергообмена и для того, чтобы вы реально то, что надо, к себе в жизнь перетянули. Да? Вот эту вот энергию с небес, которая вас будет защищать, укреплять, исправлять обязательно. Думайте о себе, проговорите свое имя. Проговорите свое имя. Якорь. Я не знаю, я вижу... А ну дайте-ка я еще карту достану. Солнце. Совы — это разговоры. Ключ. Ну это хорошо, что ключи есть на дороге. Есть плохие мышки рядом лазят. Еще и змея тоже есть. И как бы дом. Дом, змеи. Почему я вот это вот взяла? Потому что тут якорь вышел. Но я с этим якорем вижу вас как шатающееся какое-то положение немножко. Вроде бы как якорь — это все, стабильность такая, да, на сегодняшний день. Но здесь больше как наоборот груз какой-то. Как будто вас тянет на дно океана, а не на поверхность, как кораблик на свой берег, да, вот на поверхности. Здесь что-то есть, но больше, как видите, вроде бы и солнышко. Вы любите солнце, вы любите и прохладу, вы любите природу, давайте так скажу, да, любите жизнь, это однозначно. У вас есть ключи к разным вопросам, вы человек, который действительно сможет постоять за себя, за своих близких. Вы человек, который, да, с одной стороны вы обижаетесь на сплетников за спиной, которые лазят там, что-то смотрят, высматривают и говорят потом. С другой стороны вы можете сказать: да, мне наплевать. Вот такое вот здесь есть. В вашей жизни есть змеи, были плохие люди, которые действительно вас, ну, может быть, даже вот под этот якорь занесли, да, что вы не в стабильности живете, а наоборот под каким-то грузом. Вот больше он мне так вышел сейчас. Любите дом, уют, чтобы в доме хорошо было. Но из-за вот этого всего, вот вроде ключ есть и солнце, но здесь совы, мыши, змеи. И вот из-за этого всего вы как будто бы теряете цепочку событий, о которых мечтали. Вот что происходит здесь. Вот что здесь происходит. Вы приближаетесь к своей мечте однозначно. Вы в голове держите праздники, воспоминания хорошие, ладно, но вы и на будущее многое, что в голове держите, что «о, это будет и будет вот так». Есть такое. Кто-то из вас, кстати, куда-то собирается поехать или уже ездил, где, я не знаю, либо увидели, как кто-то поет, концерт, может, какой-то посетили, может быть, просто даже птички те же пели, а вам как музыка в душе. Да, кто-то из вас либо будет скоро, либо были уже на чьем-то выступлении. Я вижу это здесь. Есть у вас в голове. Ну, вот поэтому этот якорь и вышел. Ах, еще и леса. Да что такое? Вы посмотрите, все вышли сюда. В голове у вас есть сейчас
Ну, рыбки — это деньги, зависть есть. По рыбам это в голове вы крутите, может быть, кредиты у кого-то есть, деньги, когда я получу, и как мне их побольше заработать, потому что как бы работаете много, получаете мало, у кого-то такое есть. У кого-то немножечко по-другому крутятся мысли, но опять же по поводу денег. Скажу, что вы должны за что-то заплатить в ближайшее время будете. У каждого это свое, я не могу так уж сильно. Ну, по дому могу сказать, что для кого-то из домашних вы должны будете заплатить. Вот за кого-то из ваших домашних. Может, учеба, может, курсы, может быть, одежда, может быть, еще что-то. Но вот должны будете дать. И вы, опять же, это держите в голове. Какие-то планы у вас не пришли к завершению, что-то планировали, но оно прервалось. Не переживайте. Ну, по якорю, да, вот как прервалось, как что-то придавило. Не переживайте, ключи у вас есть, солнце с вами, дом в порядке всегда должен быть. Да и денежки вот рядом плавают. Ну вот эти карты, это вообще... Солнце вышло и тут, и тут. Но солнце, с одной стороны, пятерка кубков, это уныние, это распутие. Ну, распутие как? Это как на перекрестке все равно, не сравнивайте там с другими словами. Это именно на перекрестке вы как будто стоите. И разбитое сердце. Вы как будто свое солнышко потеряли. Да и тут тоже с этими картами. Вот как будто бы кто-то то ли денежки забрал, обсуждает вас, но вам уже наплевать. Кто-то вот завидует, но кто-то солнышко забрал. Император, король жезлов, тяжесть. Ага. Вы действительно находитесь на какой-то развилке. Вы сильно устали. Ну, смотрите, мужчина, если смотрите, да, расклад, вы немножко все-таки переделываете на себя. Я больше как к девочкам обращаюсь, а вы перекручиваете немножко эти слова, да. Вообще энергетика общая здесь. Просто я ее открываю, как будто бы вот девочкам, да. Смотрите, вы пережили момент в своей жизни, когда вы чувствовали себя вроде бы как таким идущим вперед, но вдруг что-то случилось, как двери перед вами закрыли. У вас было разбитое сердце, и до сих пор вы в непонимании каком-то. Вы чего-то ждете, вы ждете справедливости, вы ждете важного решения, но вы еще чего-то ждете. Знаете, по всем этим картам сейчас, вот сейчас вы смотрите, я вас чувствую. Вы как будто бы через эти карты мне транслируете очень мощную энергию, но при этом немного оборонительную. Странно, но оно так. Я вот именно такое чувствую. Вы действительно и напряжены немножко где-то, и расслаблены в то же время. Но у вас реально идет такая мощная энергия, но и в то же время вы как будто бы обороняетесь от чего-то. Не от этого расклада, нет, вообще по жизни, вот сейчас, в данном периоде этой жизни, вы как будто бы защищаетесь и обороняетесь от чего-то. Сейчас соберу, посмотрим дальше.
Что еще карты хотят сказать? Так. Да, вот эти беру. Солнце. Третья карта. Солнце. Солнце и гроб. Кто ж вас закрыл? У вас как солнце украли, реально. И тучи еще вдобавок после солнца. Леса. Еще одно солнце. Вы смотрите. Еще одна лиса. Да вы что? У меня мурашки. Реально мурашки. Вам в жизни постоянно кто-то что-то переходил как дорогу. Поэтому этот якорь вышел. И я его увидела именно в такой энергии. Постоянно. То вам делали порчу на деньги. 100%. Вы пытались выйти, вы вышли в принципе, но может быть не совсем. Но ничего, Солнце 2 вышло. Вы проходите через тучи. То, что уходит, то рождается заново по-любому. Судьба ваша сильная. Но потом прошли вам дорожку, перешли как будто бы на любовь. В вашем доме вы можете испытывать тучи, а не солнце. Когда вы приходите домой, хочется расслабиться, отдохнуть, как же уютненько, а уютненько не чувствуете. Может быть, даже сейчас, может, периодами. Но есть такое. Это же надо так выкладываться. В какой-то период, сейчас даже, в какой-то период времени, и вот сейчас я чувствую, вы как будто включили холодную логику своей жизни. Вы как будто бы душу стараетесь закрыть. Сердечко беречь надо, типа, да, вот что-то типа этого. Вы включили холодную логику. Вы умеете отстаивать свои границы, свое право. Потому что в конце концов хватит вам переходить вашу дорогу. Как будто бы вас уже так сильно расшатали, что вы этот якорь уже в конце концов хотите взять, поднять и выкинуть, хоть он и тяжелый. Знаете, старые методы вот в вашей жизни, они больше не работают. Все, что было, это не работает. Но одно скажу, на сегодняшний день вы новые еще как будто бы не нащупали, раз такие карты выходят. Но солнце бьется. Деньги, звезды, это хорошо. И вот он якорь, только немножко другой, но якорь. Просто это вообще расклад. Чувствуете что-то свое, это ваш расклад. Это расклад для того, чтобы вы реально взяли свои главные, такие важные перемены этого месяца, этих 30 дней, да, и обязательно, чтобы они 1000000% сбылись. 1000, миллион, не знаю, как еще сказать. Это точно 100% ваш расклад. Я вас еще чувствую, знаете, сегодня именно. Расклад общий, по-разному, немножечко по-разному. Но все-таки у вас есть какое-то такое трепетное, как птичка в клетке, что-то в душе трепещет, как правильно там, да. Есть такое, что вы ждете человека, вы не хотите быть одним, да, в этой жизни. Вы ждете человека, и человека, которого вы будете уважать. У вас своеобразная любовь. Вас люди не всегда понимают, но если они вас откроют, они вас всегда будут помнить. Даже если далеко уедут, и вы встречаться не будете уже, да, друзья, знакомые там просто, да. Но вот оно есть такое в вас. Как будто бы вот
хоть вы и птичка в клетке, но вы как очаг в этом мире. Вот я вас такой сейчас, таким человеком сейчас ощущаю, вот в этом раскладе. Мне не нравится то, что здесь такое вот, так карты вышли, потому что это сложно, это больно видеть, а вы пережили многое, болезненное пережили. Гроб после солнца — это вообще потом тучи, потом лисы, солнце опять, это вот так вот все. И говорю, и с денежками проблемы, да. Но это еще это не столько важно, сколько было проблемно у вас с жизнью, либо своей, либо какого-то любимого человека, дорогого вам. Вы пережили моменты страха за это. А ведь есть люди в вашем окружении, и были, которые радовались вашим неудачам. Есть. Один человек говорил: вам в лицо, по-моему, придешь ко мне еще. Ну, не знаю, может быть, говорил с протянутой рукой, либо просто даже придешь еще ко мне. Как-то было что-то вроде этого. Но этот человек нехороший, нехороший. Около якоря что? Рыбки. Да вы посмотрите из всей колоды. Начало положено. Вы выходите из-под груза какого-то, своих проблем, недопониманий, еще чего-то, через свои вложения энергий, понимания, опять же, из непонимания, понимания, да, ну и денежки будут присутствовать. Денежки, да, придется потратить. Позвольте себе отдохнуть. 3-4 дня, чтобы сделали себе отдых. 3-4 дня. Хотя бы. Если не получается полностью 3-4 дня отдохнуть, то хотя бы 3-4 дня, где-то в обед, когда солнце будет в зените, как говорится, да, 20 минут просто полежать. Чтобы никто вас не звал, не спрашивал. Просто все отключить, закрыться. Знаете, бывает тогда: мама, там, а что там, и где ты, или там еще кто-нибудь звонит, спрашивает что-то, а пойдем ли туда, либо телефон надо, действительно там что-то, какую-то информацию посмотреть. Смотрите, 3-4 дня, 20 минут, когда солнышко будет, вот, ну, как 12 часов где-то, да, 12-2 часа, там, ну, когда оно самое высокое вот это над нами. 20 минут полежите, посидите. Но лучше всего закрыть даже глаза. Даже в окно не смотреть, а закрыть глаза. Ни о чем не думая. Вы возьмете себе вот этот вот первый ветерок энергии, которая будет вас действительно выводить на вашу нормальную, ощущаемую дорогу. И вы из этого треугольника, ну, треугольник как понять? Мне больше оно идет, как, может, я неправильно выразилась, как, ну, давайте скажу, перекресток, да, перекресток, куча дорог, и вот вы наконец-то поймете, что вы хотите, что вам действительно надо сделать. Ну, как-то так. И да, если у вас все-таки есть возможность, потратьте на себя деньги, на отдых. На 3-4 дня как куда-нибудь съездите. Если есть возможность, сделайте это. Отложите себе сумму, запланируйте и съездите. И в театр сходите. И, ну, смотря что вы любите, естественно. Вот. Кто-то шашлычки на даче любит, кто-то на море любит съездить, кто-то по театрам походить,
Кто-то просто, не знаю, в лес за грибами, да, по грибы. Ну, смотрите, где лучше, как лучше. Сделайте себе это вот по раскладу уже постарайтесь. Самое такое, ну, хотя бы запланировать, да, постарайтесь в этом месяце. Ну, как-то так. Да, здесь тяжелая энергия вот этого якоря. Не вы себе это кидаете. Это недруги вам на вас это скидывают. Ох, недруги на вас скидывают гадость всякую. У вас длинные по звездам дороги. Все, дай Бог, будет хорошо, слава Богу. Дальше что? Главная перемена этих 30 дней, да? Трансформация идет. Яркая энергия трансформации. Из рушащейся башни строится новый дом. Вы получаете кольцо желаний, и вы как будто бы из своего образа, своего облика выходите. Мужчины, если вы смотрите, да, то здесь как бы ваш облик тоже вот как уставшего человека. Давайте я по этой карте скажу. Уставшего человека. Вы выходите реально. Идет трансформация. Изменения затронут самую важную для вас сферу. Ну, по башне можно сказать работу, личные отношения и самого себя. Вы измените. Самое главное — внутреннее состояние. А потом посмотрите, не знаю, на мир, в зеркало, куда захотите, вы увидите другое. У вас реально идут очень хорошие перемены. Путешествие будет у кого-то. И запланируете, и все-таки куда-то съездите вы. Куда-то сходите, куда-то съездите, все-таки сделаете себе вот этот либо отпуск, либо просто выходные, но это будет ваша фишка. Это будет то, что вам надо сейчас. Вы познакомитесь с человеком интересным, новым, 100% новым человеком. Этот человек будет интересен для вашей жизни. Это, да, опять же, может быть или по работе, или в личных отношениях. То, что разрушалось, восстановится. Опять идет гроб, но тут следом сердце. Ваше сердце восстановится. Ваше понимание восстановится. Еще одну сюда. Ключ. Выход из этой ситуации чего-то плохого такого. Даже не хочу, просто не хочу говорить страшными словами. Как выметите вот эту змею, этих мышей из дома. Кстати, постарайтесь в этот именно 30 дней домой приглашать, либо впускать людей именно 30 дней. Это много, возможно, даже, да, но постарайтесь впускать в свой дом именно, да, только тех, кому доверяете. Ну, ваших родных, любимых людей. А вот каких-то, ну, например, придет доставщик, да, чего-то там, в дом не пускайте, выйдите за порог, примите, что он там скажет вам, да. Либо какие-то соседи захотят к вам зайти на кухне посидеть там или еще как-то потоптаться на пороге. Нет, вы выходите за порог. Может, еще что-то будет. Вот человек вроде бы как в гости, да, давай я к тебе приду, а вы не хотите, либо вы понимаете, что ну, не тот человек, которого бы я хотела видеть, да.
Значит, и по телефону уже говорите: ой, давай где-то встретимся. Ну, если нужно выяснить какой-то вопрос, разобрать, ну, что-нибудь такое. Или реально сходить в какие-то инстанции, там, вместе с кем-то. Домой не пускайте 30 дней. Пусть ваша аура дома очистится. Ключ, замок, язык, как говорится, хочется так сказать, чтобы ваша аура дома реально очистилась. И посыпьте соль. На всякий случай. Вот прям под порог. Просто вот так, чуть-чуть, чтобы ее даже видно не было. Главное, вы знаете, и посыпьте соль. Это очень хорошая задержка плохих энергий в ваш дом. Даже если вы на что-то наступили на улице, вы перешагиваете свою же с собой посыпленную соль, да, как говорится, ну, из дома взятую, свою соль, не у соседей взятую. Вот, и вы переступаете свой порог домой, и вы это все оставляете там. И оно разбредается по своим уже этим углам, кто куда что скинул, на вас не идет. Это тоже обязательно. Тут и метла, здесь и куча всего, и даже гроб опять вышел, поэтому дороги-то у вас открытые, у вас очень хорошие перемены для вашей души и сердца. Да, и по работе тоже интересные моменты будут, кому это важно. Но не забывайте, вам, во-первых, отдохнуть. Пару дней там надо, да, говорила 3-4, хотя бы по 20 минут, а если есть возможность, и побольше. И вот 30 дней, ну как по ключам вообще 33 даже дня. Видите, тут число 33, на всякий случай. 30 дней не впускайте домой никого, как под ключ. Вот такое. Что еще? Кстати, вы выходите из отшельника. Опять эта карта выходит здесь. Вы таки выходите. И еще и якорь опять, да? Вы выходите. Крест после всего. Ваша судьба играет хорошую роль. Открывается книга судьбы, открывается страничка вашей судьбы. Еще карты. Лилии, долгая, интересная жизнь ваша. Вот она. Вот она книга. Я же говорю, книга, страничка судьбы. И сразу из всей колоды выходит именно книга. Книга судьбы. Еще и по лилиям это значит длинная дорога судьбы. Хорошая дорога судьбы. Такая здоровая, да, вот как эти лилии. Дорога судьбы. Кстати, вам нравится запах лилий? Иногда пахнут хорошо, иногда нет. Так и наша жизнь. Иногда что-то хорошо, иногда нет, да? Но она хорошая, такая сильная, восковая такая, да? И очень счастливая. Это ваша трансформация, это ваши перемены. Вы выходите из облика уставшего человека, и вы выходите из-под этого якоря, который, может быть, где-то и вы на себя набросили чуть-чуть, но и люди плохие тоже сделали это. Вы выходите в солнце. Кто-то солнце закрыл, но солнце к вам идет. Боже мой, да будет так, да будет так, да будет так. Вот так вот. Что еще сказать здесь вам? Эти 30 дней важные для вас будут, смотря когда вы смотрите это видео. Сразу, как вы вышло, или потом нашли, да, но это ваш расклад. Подписывайтесь, чтобы действительно вот соединить себя с этой энергетикой, с этим энергообменом, да, чтобы получить. На Ютубе, хорошие мои, всегда буду говорить, всегда на Ютубе, только на Ютубе. Только здесь, на моем канале Анна Тарот. Вот как-то так. Смотрите, если вы в ближайшее время будете вести себя как обычно и поддадитесь какому-то такому неожиданному импульсу из-за какого-то человека, то это предупреждение, что вы попадете в какой-то ментальный капкан. Это не ваше. Вам действительно надо как-то сбросить с себя какое-то вот что-то не ваше.
Если вы почувствуете что-то не то, что-то вот как чуйка у вас сработает, да? Нет, здесь я уже так не буду. Знаете, как говорят иногда, да, почувствуете триггер такой какой-нибудь, ну вот как что-то не ваше. Сразу замедляйтесь, останавливайтесь, думайте и перестраивайте себя, потому что Вселенная для вас может приготовить кое-какие капканы, реально, уж извините. Ну, крест вышел, Вселенная с вами, но она может приготовить для вас какие-то капканы, в которые вы попадете или нет, спрашивает Вселенная. Здесь есть ответы. И зная эти ответы, соединяясь с этим видео, вы не попадете в эти капканы. Вы их увидите, но не попадете в эти капканы. Вы их в своей жизни увидите. Может быть, какая-то загвоздка где-то на работе, с каким-то человеком может пойти что-то не так. Может быть, вы прочувствуете какой-то страх из-за ситуации, которая вот прям как вихрь летит на вас, да? Но вы это почувствуете, поймете, вы сделаете немножко по-другому, не так, как обычно. Все, судьба включает вас в перемены, и вы идете к своему солнцу. Эта подсказка очень важная для вас в этом раскладе. Это вообще супер. Это вообще супер. Это мудрость Вселенной и мудрость ваша. Она соединяется. Месяц, эти 30 дней, да? Ой, по душе вы как ребенок всегда. Это однозначно, это видно. Вот. Так вот, думайте и знаете, что ваша жизнь еще... планируйте, сколько бы вам лет не было. Планируете, идете, и вот сегодня уже, ой, а давай я то, что всю жизнь хотела, ни разу не получилось, а сегодня сделаю, даже если считаю, что поздно. А возьмите и сделайте. Даже какую-то мелочь. Да вы себя не узнаете. Ваша жизнь, вы любую гору обойдете, потому что вы по-любому юный, молодой человек в душе вашей, да и по жизни. Вот так вот. Корабли. Ваша жизнь идет таким, кстати, солнечным путем. У корабля солнце. Так, что еще здесь сейчас? Ну, письмо судьбы и письмо от какого-то... Документы, кстати, будете какие-то подписывать скоро. Солнце с документами, покупка, приобретение, наследство, может быть, действительно билеты какие-то куда-то. Это к солнцу. Вообще. Это супер змеечка тут лазит, но змея домашняя. Деньги захочет у вас забрать. Букет цветов. Улыбнитесь и скажите: нет, не сейчас. Нет, не сейчас. Улыбнитесь, скажите: да, есть, но нет, не сейчас. По-другому поступите даже в этом вопросе. Как-то так. Если да, надо за кого-то заплатить, и тут уже не развернуться. Просто когда будете это делать, скажите: ничего, ко мне еще ого-го сколько рыбки приплывет денежной. Золотая рыбка у вас в руках, золотая рыбка у меня в руках. Что бы я ни делала, золотая рыбка в моих руках. Букет цветов — это улыбка, это радость и это исправление. Но смотрите, если вы начнете переживать, букет засохнет. Если вы решительно, либо нет, либо да, но все равно ко мне деньги вернутся, то значит букет будет очень долго радовать вас, и реально к вам вернется многое. Смотрите по ситуации. Кстати, по поводу денег. Если что... Подождите. Древо дороги, древо судьбы. По судьбе у вас в достатке жить, но достаток еще придет и от какого-то человека в вашу жизнь. И вы сможете решить свои сложные вопросы, но и человек какой-то. Знаете, как дорожки соединяются около древа, около линии судьбы дорожки соединяются по вот этой карте.
С кем-то вы встретитесь скоро, который действительно будет, как откроет ключик в вашу судьбу, а вы в его. Вы как будто бы с каким-то человеком по судьбе соединитесь. Действительно так будет. Действительно так будет. В ваш дом идет счастье. Ну, по аистам могу даже сказать, что у кого-то будет неплохое прибавление в жизнь. Угу. У каждого оно свое, но оно будет. Но да, здесь как оберег над вашей крышей дома. Здесь оберег на счастье, и он будет очень хорошо срабатывать. Очень хорошо срабатывать. Так, что еще здесь вижу? Мышки на дне колоды, но я еще буду напоследок смотреть. А что мышки? Ну, давайте посмотрим, что мышки эти. Ну, они всегда будут. По звездам они будут всегда лазить, что-то пытаться испортить. Но что делать? Верить в свою жизнь, верить в свою судьбу. Вот лилии, вот лилии. Так что она очень хорошая и такая. И хорошая, да? Что еще здесь? Зависшая ситуация, которая у вас есть, она скоро исправится. Начнет действовать. Что-то у вас действительно как, ну, темная, может, ситуация какая-то, зависшая. Есть какие-то неуверенности. Это все уходит. Это все уходит. Все в свое время, но все уходит. У вас хорошая жизнь. Господи, помилуй, все будет хорошо. Вот так говорю. Еще после расклада буду молитву читать. Вот. Поэтому говорю, на Ютубе оставайтесь, подписывайтесь, чтобы вы получали эту энергетику. Так. А какой вопрос вас мучает, я вижу здесь? Освобождение от старых страхов и сомнений, да, есть. Вы наконец-то вот в эти 30 дней, вот прослушая это все и кое-что сделав, да, вы почувствуете прилив сил и поймете, что вы готовы двигаться дальше. В финансовых вопросах, скажу так, раз рыбки выходили, аж 2 карты, да, вот этот месяц, эти 30 дней, они не оставят вам шанса остаться у разбитого корыта. Вы не останетесь у разбитого корыта. Здесь очень сильные карты. Вот да, вы были у разбитого корыта. Но эти карты все как будто бы вот как на излечение идет. Вы наконец-то, скажу так, заслуженную награду за ваши труды получите. У вас у кого-то могут быть перспективные, здесь письмо выходило, да, перспективные какие-то предложения по работе или какой-то новый источник дохода откроется. Вот такое вот здесь. Потом в сфере отношений любовь. Ну, аист, все такое, да, в дом идет любовь. А ну, в сфере отношений что тут? Любовь. Любовь. В сфере отношений любовь. Звездная романтика. Звездная романтика. И луна, и звезды, и кольцо, любовь к вам идет, однозначно. Знаете, такое вот будет, что вам невозможно будет отмахнуться, потому что это будет ваше счастье. Судьбоносное знакомство будет. Смотрите, любовный совет на этот месяц. Откройте свое сердце и позвольте себе быть настоящим. Настоящий. Не прячьтесь за масками прошлого опыта, не прячьтесь за масками, что хотят люди видеть, а просто будьте настоящим. Настоящие, да? Потому что любовь, которая идет к вам, она идет вот таким самым нужным, таким безопасным, таким легким путем в вашу жизнь. Вас человек увидит, и вот такая, какая вы есть, или такой, какой вы есть, да, и все. И вы сразу поймете, что да, в мой дом пришла любовь. В мою жизнь пришла любовь. Вот так вот.
Вы отсекаете гадость, вы отсекаете все то, что действительно испортило вам время в вашей жизни. Очень много есть людей, вот скорее всего кто-то из вас тоже так думает. Сейчас, не сейчас, может, думали, что вы потратили время, и вы вот сейчас переживаете, плачете. Вот если бы я вот так вот не сделала, да, я бы не потратила то время. Понимаете, когда вы это думаете, вы еще дальше тратите свое время, думая о том, что вы когда-то потратили. Все, переключаемся на любовь, улучшение, не знаю, там, исправление, и включаете себя самую такую вот, какая вы есть или какой вы есть. По-любому, где-то вы уже изменились, где-то вы многое что поняли. Вот то и включайте. Ну, как прежде не будет, но что-то новенькое на горизонте у вас светится. Угу. Так что посреди темноты Луна вам такой путь осветит, что вам мало не покажется, скажу так. Ну, давайте посмотрим напоследок, что еще. Ну, сад — это хорошие друзья, хорошие близкие люди рядышком, такое все цветущее, без болота. Дерево — это когда даже когда холодно, да, вы все равно под своим светом, и снег блестит. Вы в блестящем, даже когда плохо, даже когда темно, вы все равно как огонек в этой жизни. Дерево как возрождение, опять же, да, после зимы, весна, лето — это ваше время. Тучи, что тучи? Тучи развеиваются вашими же этими желаниями и действиями. Да? Целая корзина, загадывай желания. Клевер выходит. Ну, смотрите, уйдут неприятности обязательно из вашей жизни. Вопрос, который мучил, у вас есть вопрос, который вас мучает, он тоже решится. Вот. Есть какой-то подарок, который к вам придет скоро. Реально придет. Кто-то очень сожалеет, что вам не дарил подарков. Такое даже есть. Вот ждите подарок, ждите. Выход у вас будет за рамки возможного, потому что вы это решите, и вы этого захотите. И судьба вас действительно от многого помилует и многое исправит. Будьте сама собой, сам собой, да, и люди реально будут рядышком, те, которые нужны. Единственное, что не зазнавайтесь. Это на всякий случай. Не зазнавайтесь, да. И да, можно сказать, я сама себе звезда, да, и по лбу так руку приложить к лбу. Но и в то же время, да, не зазнавайтесь. Все только начинается. Вот. Стартовое начало этот месяц. Стартовое начало. Гора. Башня. Собака. Это хорошие люди. Сейчас посмотрю здесь тоже. И мужчина. Метла. Звезды. И все-таки доложу еще две карты. Медведь. Сейчас скажу это напоследок уже. Ну, рыбы, понятно. И даже третью карту опять метла. Хорошо. Все, скажу уже напоследок. Месяц обещает действительно быть очень динамичным. Реально динамичным таким. Потому что и демоны тоже, ну, динамичным, это совсем другое слово, конечно, но все равно хочется сказать, и демоны тут плясать тоже будут. Здесь вот и Мишка очень злой такой после зимы просыпается, да, и башня рушится, и гора есть, но у вас есть две метлы, которые вы действительно, которыми выметите все, что вам не подходит, и из себя, и из своей жизни. Мужчина, но здесь больше как энергия возрождения.
Больше так. Не то, что там человек какой-то будет, да, а больше как по этому аркану энергия возрождения, энергия действительно понимания значимости. Звезды — это ваши планы, которые вы действительно будете решать. Хорошие люди, хорошие, очень добрые, очень такие ответственные. Рядышком с вами они даже проявят себя еще больше, чем вы ожидали. Денежки идут в вашу жизнь, еще и они вышли между двух метелок, да, таких вот. И, значит, вы как бы почистите им путь в свою жизнь, да, вот этим денежкам вашим. Поэтому месяц реально обещает быть динамичным. Местами, да, что-то вас будет проверять на прочность, но очень эти дни будут перспективными. Вот. Я желаю вам прекрасного месяца, как оно и будет, как карты сказали. Но я хочу здесь сказать по всем этим картам: обходите ловушки, которые, да, будут делать вам люди. Ну, есть они, ну что поделать. И забирайте свои подарки судьбы, потому что судьба на вас просто раскошелится. Ну, как-то так, как-то так. Знаете, вот состояние, то, что карты описывали в начале видео, и что они под конец говорят, оно так связано, но оно реально. Вот показывает это все, да, что вы из этого реально выходите. Единственное, в конце вот есть эти карты, которые говорят, что будет еще что-то не очень, но ты же становишься другим. Ну да, по этой карте я могу сказать, что это омоложение или обновление вашей личности. Но могу сказать, что очень интересный таки человек будет присутствовать в вашей жизни, и он принесет вам счастье. Тоже это скажу. Все, на сегодня точно все. Счастье вам просто огромадное. И давайте я сейчас потасую вот эту еще колоду и скажу напоследок, что на дне, типа на дне колоды. Да, я потасовала, потому что хочется, чтобы карта именно определенная. Крест, крест. Завершаем этот расклад. Ваша судьба в ваших руках, и она очень хорошая. Очень хорошая. Вот так. Все, теперь точно все. Удачи, счастья, процветания, любви, гармонии, здоровья и радости со своих самых близких. Это что же наша радость? Все. До следующего видео. Я с вами не прощаюсь. Пишите комментарии, какие хотите, там что хотите, или давайте даже для себя что-то забирайте с этого расклада через комментарии, да? Вот, до встречи, до новых видео. Ну, скажу что, увидимся, услышимся. Пока-пока. Угу.